очень понравилась глобальность нашего исполнения, что иногда голоса шли немного запоздало, но в общем это было очень прекрасно. Because if really somebody is global, we are global people. Что если кто-то глобален в этом мире, то на самом деле мы являемся таковыми. God wants us to be that way. И Бог хочет, чтобы мы были таким образом. And we have learned to love it personally. We love it. И мы научились принимать с любовью вот это. Greetings from Muscat. Приветствие из Муската. Я очень извиняюсь. Пожалуйста, выключите ваши микрофоны, кто не говорит, потому что есть фон. Я же говорю, пастор. Ну нет. Could I continue or what? Да, пожалуйста. I love this noise actually because it's kind of body-like noise. Мне нравится этот звук, потому что он представляет как бы звук тела, жизни тела. There is like a movement and there's a lot of activity going on. I love it. Такое впечатление, что очень много движения и очень много активности происходит. And that's how the body is the body of Christ is that way. There's so much life. И тело Христа, оно вот такое, в нем так много жизни. And we love to connect together. Мы очень любим, когда Бог вот таким образом соединяет нас вместе. Because we are one body of Christ, right? Потому что мы являемся одним телом, правда? You know, God has His ways of doing things. They are very different from our ways often. И у Бога есть свой путь, как Он делает определенные вещи, очень отличающиеся от нашего пути. Yeah. In John 14:27, 14 глава Евангелия от Иоанна, 27 стих. Jesus said, "Peace I give to you, my peace, not as the world gives." Иисус сказал: «Мир мой даю вам, не так, как этот мир дает». Yeah. So he was speaking about. He made a point. He knew about another peace that was also available for people. И он на самом деле здесь хочет передать кое-что. Он знал, что есть еще и другой мир. Yeah, he knew that the world also offers peace. Он знал, что мир также предлагает мир такой. And he said, "This is different. This is different." И он сказал, это другой мир, это не то, как этот мир, это другой покой, не то, как этот мир дает. God does things differently. Бог делает определенные вещи по-другому. The same in chapter 7 of the Gospel of John. То же самое, 7 глава Евангелия от Иоанна. When the Pharisees sent the officers or the soldiers to get Jesus and bring him to them. Когда фарисеи послали слуг, чтобы привели к ним Иисуса. And they came back and they didn't bring him. И они вернулись, но без него, не привели его. And the Pharisees were asking, "Why didn't you bring him?" И фарисеи сказали: почему вы не привели Иисуса? So the officers said that no man has ever spoken like this man. И вот эти люди, которые шли, они сказали, что никогда раньше ни один человек не говорил, как этот. Isn't that amazing? Не удивительно ли это? What did they hear? Что они слышали? Whatever they heard, they were amazed by it. They had never heard it before. Что бы они ни слышали, они были этим удивлены, потому что никогда раньше не слышали ничего подобного. It is God's way of doing things differently. И это Божий путь, то, как Он действует
по-другому. When God speaks to us, His voice is different. Когда Бог говорит с нами, Его голос звучит по-другому. Yeah, in Isaiah 55:9, God says that my ways are higher than your ways. Исайя 55:9, Бог говорит, что мой путь, он выше ваших путей. What is He talking about? О чем он говорит? He's talking about His ways of doing things, His ways of operating, His way of speaking, changing people's lives. They're very different from our ways. Он говорит о своем пути, то есть о своем методе, как он работает, как он действует, как он движет в жизнях людей, который очень отличается от наших методов. In Acts in the first chapter, when they asked Jesus, when will be His coming, when will be the end of the world, В Деяниях, в самой первой главе, когда Иисуса спросили, когда же будет конец мира, когда Он вернется, he says in verse 7 that it is not for you to know the times and the dates that Father has set. В 7 стихе он отвечает, что не ваше дело знать дни и сроки, которые определил Отец. The times and the dates that God has set. Времена и сроки, которые Бог поставил. Two Greek words, chronos and kairos. Два греческих слова, хронос и кайрос. Chronos speaking about the sequence of time, about the chronological time. И хронос говорит о последовательности времени, то есть хронологии времени. And kairos speaking about time as an opportunity. И кайрос говорит о времени как о возможности. The suitable time to do something. То есть удобное время для того, чтобы сделать что-то. And the Bible says that God has set this kind of a schedule for the world. That there are times, there is a timetable, there's a schedule for certain times to do certain things. И Библия говорит о том, что Бог определил определенным образом времена, то есть есть как бы какая-то последовательность и расписание, когда определенные вещи случаются. And as spiritual people, we are called to discern the time. И как We are called to kind of study times. Будучи духовными людьми, мы призваны к тому, чтобы различать и изучать времена. And redeem the time. И искуплять время. Use those opportunities. И использовать эти возможности. But also we are called to study the way how God does things and wait upon Him. Но также мы призваны изучать Божьи пути, то, как Он делает, и ждать от Него. In Matthew 13, where there is the parable of the tares and wheat and tares. В 13 главе Евангелия от Матфея там притча of what? Pear? Of wheat and tares. And they were sown into the same land, and he thought that he sowed a good seed, but the tares came up. Притча о пшенице и плевелах. Сеющий думал, что он сеет, но взошли сорняки, плевелы. And then they are asking, should we deal with it? Should we go and uproot the tares? И ученики спрашивают, нужно ли с этим разобраться, нужно ли пойти и сорвать сорняки. And the answer is no, don't touch it. И ответ его в том, что нет, не трогайте. Because you will make a big mess. Потому что в этом случае вы
кашу заварите. You will be tearing out the stuff that will not be torn out. Потому что вместе с сорняками вы вытащите не сорняки. The same happened in Luke 9. То же самое произошло в Луке 9 When главе. the Samaritan village didn't receive Jesus and his ministry, Когда самарянская деревня не приняла Иисуса и его служение, the disciples said, "Do you want us to ask God to send a fire down from heaven to consume them?" ученики предложили, почему бы нам не воззвать огонь с неба, чтобы не пожрал их. And Jesus was shocked by their immaturity. И Иисус был шокирован их незрелостью. And he said, "You don't know what spirit you are on." И он сказал им, что вы не знаете, какого вы духа. You think you are doing the work of God, but you don't know what your spirit you are on. Вы думаете, что вы делаете работу Бога, но вы не знаете, из какого вы духа. And he said, "We'll go to the next village." И он сказал, нет, пойдем в следующую деревню. And this is the way how God works. He works very differently from man's ways. И это то, как Бог работает. Его действия отличаются от действий человека. In Matthew 5:46, Матвея 5:46. Jesus said, "Love not only those who love you." Иисус сказал, не любите только тех, кто любит вас. If the way to love is that I love those who love me. Я люблю только тех, кто меня любит. Yeah, he said, love not only those who love you. Он сказал, не любите But только there is тех, another way. не любите только тех, кто вас любит. Но That's есть- what is the challenge for love. Вот это и является как бы Love is greater. Love is stronger. Love goes beyond the faults of people. любовь, она больше и сильнее, она идет дальше падения людей. Love is willing to forget the hurts and the offense. Любовь желает и готова забыть причиненную боль и обиды. And that's why love continues to be the good test for the word of God. Поэтому любовь продолжает быть хорошим тестом работы Бога. Is there the love of God? Есть ли любовь Бога? Yeah, it's a great testimony. Это хорошее свидетельство, великое свидетельство. The same way about leadership. God has a certain way to lead. И то же самое по поводу руководства. Бог определил определенный образ и способ руководства. Jesus spoke in Matthew 20, starting from 25. He spoke about the way how the rulers in the world rule, and he said, "Don't follow their example. Don't do it like that." Иисус говорит, Евангелие от Матфея 20 главе, с 25 стиха, говоря о правителях в этом мире, он говорит, не руководите так, как они правят. Yeah, because it's very cheap, it's very limited, it's very subjective. Не получится. Потому что это очень дешевый способ вести таким образом, руководить. Yeah, and Jesus said, "There is a higher way, there is a greater way to be." И Иисус сказал, что есть больший способ, есть более высокий способ жить. And it's the way of leading by serving. И руководить. И это руководить служа. Yeah, when Joseph's brothers, when they had very harshly and in an unjust way, Когда братья Иосифа
разобрались с ним очень жестоким и несправедливым образом. God was simultaneously doing a work in Joseph's heart. Бог одновременно проводил работу в сердце Иосифа. And it was beautiful because Joseph matured in his leadership. И это было очень прекрасно, потому что Иосиф рос и становился более зрелым как And руководитель. he became very strong in forgiveness. И он стал очень сильным в прощении. Because he saw something about the way how God was operating, the way how God brought him to Egypt, the way how God would use him. He saw that, I'm sure, as a spiritually minded person, he saw the progression of it all, and he saw God's hand in his own life. И он увидел, я уверен, будучи духовным человеком, он увидел Божью руку и действие его. Он увидел, как Бог привел его в Египет и дальнейшую прогрессию всего этого. Он видел движение. So it would have been ridiculous for him to start fighting his brothers in the flesh on that level. И это было бы нелепо, если бы он на их уровне со своими братьями начал бы бороться во плоти. No, he had seen something. The ways how God does things. God does things amazingly. So different from man. И это он видел руку Божью, он видел, как Бог действует по-другому, совершенно отличающимся образом. In Genesis 50, verse 20, he says to them, you meant it for evil, but God meant it for good. Бытие 50 главе 20 стихе он говорит, то, что вы умышляли на зло, Бог обратил в добро. Doesn't that kind of set us free? Разве это не освобождает нас? Yeah, it's amazing. We know that even when we get into bad situation, or even somebody's mistreating us or misunderstanding us, or even speaking evil about us or changing our words and so on, we are not hurt by it because we see that God is doing something bigger over here. Потому что даже когда мы попадаем в неприятные ситуации, или кто-то неправильно к нам относится, или неправильно нас понимает, или извращает наши слова, мы знаем, что Бог параллельно делает что-то гораздо большее. Like in a team life, when a group of people are together and kind of like, from different backgrounds and different levels of maturity and different kinds of countries and languages and so on, how does it work? В команде, в жизни команды, когда все с разных мест, с разных стран, разные окружения, воспитания, как это все работает? Because we are not trying to fix our work together. We are not trying to organize it so that everybody would be happy, and we would not be crossing borders and so on. No, that's not the way. We are just amazed by the amazing work of God that we see around us. Мы не пытаемся связать все как-то воедино, чтобы все были довольны и счастливы. Нет, мы смотрим на эту удивительную работу вокруг нас, работу Бога. And when you see the work of God, you kind of laugh at many things. И когда вы видите работу Бога, вы смеетесь на очень многое. And you say in your heart, just wait. И вы говорите в своем сердце, просто подожди. Yeah, God is going to do it. Бог сделает что-то. God will come up with something. Бог придумает что-то. It's going to be an ark. Или это будет ковчег. Or maybe it's going to be a whale, a big fish. Или же, может быть, это будет большая рыба, кит. Or maybe it's going to be a plant. Или, может быть, это будет растение, дерево. And then a little worm. Или же там маленький червячок. God is doing something.
Бог делает что-то. Or maybe it's going to be 4,000 people who are all asking, how can we get saved? Или же это будет 4000 человек, которые скажут, как я могу спастись? And you'd say, where did these people come from? И вы будете говорить, откуда пришли эти все люди? God brought those. Бог привел их. In these corona В times, эти времена коронавируса I have been so kind of impressed by that, how all of a sudden the invisible world has become very important for people. меня это очень ободрило и впечатлило, то, как вдруг невидимый мир стал таким важным. Yeah, a virus that is invisible is ruling the world. Вирус, который невидим для глаз, правит миром. Do you think that God knows Как about вы it? думаете, Бог знает об этом? Maybe we should tell to God in prayer that there's a virus. Может быть, нам стоит Богу сказать в молитве, что вообще-то вирус есть. God has, determined and decided the time and the seasons and the amazing things His work before. Который определил и предназначил удивительные вещи в истории. Somebody said we should clean the climate. The air is really polluted. Кто-то сказал, что нам необходимо почистить климат, потому что воздух очень загрязненный. And millions of dollars were wasted on those meetings where people were trying to figure it out, how to do И it. миллионы долларов были потрачены на эти встречи, где люди сидели и думали, как же почистить его. And God sent a little invisible virus servant and did it in 1 week. И Бог послал маленький невидимого вирус-слугу, который сделал это все за 1 неделю. It's like amazing. Это Interesting удивительно. to me И мне очень that интересно. God does things so different. Бог делает все таким отличающимся образом. That's why I think we should not be too worried about the fact if somebody doesn't like us or somebody, doesn't trust us. Поэтому я думаю, что нам не нужно очень сильно беспокоиться, если вдруг кому-то мы не нравимся или же кто-то нам не доверяет. Because it's the flesh in Ephesians 6. It's just the flesh. Потому что это плоть, всего лишь плоть. But Paul speaks about it in a more excellent way. Павел говорит... Sorry, could you repeat it? In 1 Corinthians 12, in the end, he says, I'll show you a more excellent way. And then he goes into chapter 13, talking about the love of God and the power of it. Павел говорит в послании 1 Коринфянам, 12 главе, в конце он говорит, что я покажу вам путь еще более превосходнейший. И в 13 главе он начинает говорить о любви. I'm talking to you from Oman. Я говорю с вами из Омана. Why am I talking to you? Почему я говорю к вам? From Oman. Из Омана. Have you ever thought about it? Думали ли вы когда-нибудь об этом? Yeah, I have seen something. Да, я видел что-то. And I'm excited about it. И я взволнован по этому поводу. And that life has brought me to Oman. И эта жизнь привела меня в Оман. And I'm really excited about the time that God has for us. We don't know how much He has. И я взволнован по поводу того, что у Бога есть для нас. Yeah, because we are in this together, and I'm so encouraged to see so many of you
And we have an amazing unity because we have some beautiful history together. Мы вместе во всем этом. Я так взволнован видеть так много вас, и потому что у нас есть это невероятное единство, у нас есть невероятная история вместе. Yeah. And this is what I wanted to share with you, and I love you very much. And God. То, что я хотел поделиться, то, о чем я хотел с вами поделиться, я люблю вас всех очень, и пусть вас Бог благословит. Аминь. Thank you, Pastor Matty. Beautiful message. Of the leaders, it is to hear more from God, to see more, to see further. Otherwise, you cannot look. И очень важно, чтобы и лидеры, и все принимали вот эту данность, что лидерам в определенных обстоятельствах Бог показывает больше, и они видят больше, они понимают больше, и это есть одна из основных ответственностей лидера. Because we are all very subjective, and like Pastor Shala was speaking about it in his recent message about that, how really God just wants to take us out from our small world. Что мы все очень субъективны, и пастор Шалер недавно говорил в одной из своих проповедей, как Бог хочет извлечь нас из нашего маленького мирка. I cannot lead the church from my small world. I cannot lead a country from my small world. Не могу руководить церковью, не могу руководить страной из своего маленького мира. Yes. Yes. Да. Да, и аминь. Пожалуйста, нас сейчас очень много, сейчас где-то 53 важности дипломатии. How it is really important. How do we speak with one another, and how do we treat one another? Это очень важно, как мы говорим друг с другом и как мы относимся друг к другу. And in Proverbs 18 and verse 19, it says that the brother who is offended is more difficult to win than a strong city. И в притчах 18 глава, 19 стихе говорится, что обиженного брата труднее вернуть и выиграть его, он сильнее укрепленного города. I think we all have been offended in different times, on different ways, and we know that being offended is a very strong emotion. It's a very strong. И я думаю, что мы все когда-то были чем-то обижены, и обида сама по себе является очень сильной эмоцией. Yeah, but we have learned also not to stay there. Но также мы научились не пребывать в этом. Because if we don't want to give up that emotion and that feeling of being offended, that feeling will eat us up. Потому что если мы не хотим отпустить эту эмоцию, это чувство обиды, это съест нас изнутри. But the writer of the proverb, I think he is also referring to this diplomacy. Но я думаю, что автор этой притчи также говорит о дипломатии. Because we could say, okay, the guy got offended. Who cares? Let him go his way, and we don't need to worry about it. Мы, конечно же, можем сказать, что, ну да, парень обиделся, ну, кому какое дело, пусть он идет дальше своей дорогой. And if somebody gets offended, it's very possible for to cut all the communication. It's possible to cut all communication. The guy who got offended. И если кто-то обиделся, очень легко с ним прервать любую связь. And
and disconnect himself. И отсоединить как бы себя от связи, Yeah, from others. от других отделиться. Yeah, but this is not a solution Но это не является решением, because the relationship continues even if there is no communication. потому что отношения продолжаются, даже если нету связи, взаимоотношений. And that relationship needs to be healed. И это взаимоотношение нуждается в том, чтобы быть восстановленным, исцеленным. And the writer of the proverb is very aware of that is a long process. Sometimes it is as complicated as winning a strong city. И автор притч понимает, что это очень длительный и сложный процесс, иногда настолько сложный, как и осаждение и завоевание целого города. He's not saying we should not worry about it, we should not care about it. No, he's saying we should care about it, but it's going to be a long process. Он не говорит, что нам должно быть все равно, мы не должны об этом беспокоиться. Нет, он говорит, что мы должны заботиться об этом, но это может занять очень длительным процессом. And one of the things that definitely helps and puts things into the right perspective is when together we see the amazing work of God. We see God perform something, put things together. God says, you give something for them to eat. And all of a sudden, all these people are fed. There is a feeding miracle. There are thousands of people there, and we didn't know where to get the food. And God knows. God's going to do it. And he did it like that. And all of a sudden, there is food for everyone. All of a sudden. That's the way how God works. Когда иногда Бог нам вместе говорит, что вы накормите их, и мы не знаем, откуда достать хлеб и рыбу, но вдруг появляются тысячи людей, и Бог нам говорит, вы их накормите, и у нас появляется такая возможность. There is the wall of Berlin. И вот такая вот стена берлинская, она стоит. Нет, Берлина. Wall of Berlin. Berlin. Берлинская стена. Города Берлин. Sorry? The wall of Berlin. Like Germany, right? Berlin. What is this? Yes. Yeah, that's how I said. Стена, берлинская стена. Да. And it's right there. И вот она стоит. It's powerful. It's big. Она большая, она мощная. It looks like eternal. Она выглядит, как будто она вечная. And one day, down it comes. И в один день она падает. Where is it today? Где она сегодня? Нету. Нету. Нету и нету. It's gone. Нету ее. Yeah. Soviet Union. Мой адрес не дом, и не улица. Мой адрес Советский Союз. Where is it? So strong, so powerful. Такой мощный, такой великий Советский Союз. Где он? And one day gone. И Бог в один день. Gone. И нету ее. Leaders of the world. Руководитель этого мира. So rich, so powerful. Богатые, мощные, властные. And then you see them sitting in a wheelchair in an old people's home, and they have lost their memory. И потом вы видите, что они сидят в доме престарелых и на инвалидной коляске и потеряли память. They are afraid of the coronavirus. И боятся коронавируса. Things are going to change. Things are going to change. Things will change.
И вещи, они поменяются. Definitely. Много чего поменяется, конечно. Definitely. Определенным We образом. need to be spiritually aware of things that are happening away, and we need to be discerning spiritually, and we will see an amazing work of God. И мы должны быть духовно различающими и понимающими эти вещи, и должны видеть работу Бога. Yeah, because there are these Kairos moments waiting for each one of us, and we don't want to miss them. Those are opportunities still left here on this planet. Потому что есть эти моменты Кайрос для каждого из нас, эти возможности на этой, пока мы здесь, на этой планете, для каждого из нас есть такие возможности. Amen. Аминь. Аминь. Kind of people movements and all these beliefs that people have. Все, значит, движения людей и верования, которые у них есть. Like, Christ wants to reveal himself as who he is, the savior of the mankind. Я думаю, что Христос хочет явить себя тем, кем он является, то есть спасителем человечества. I had a talk with a fellow artist from India a couple of weeks ago. У меня была несколько недель назад беседа с одним товарищем из Индии. And she's also an artist. И она также является художником. And she was telling us how actually in her belief also there is another God whose name is Ra, and he is actually a son of God also. И она говорила, что на самом деле в ее веровании есть также и один Бог, которого зовут Ра, и он тоже является сыном Бога. And he's much older than Jesus, thousands of years older than Jesus. И он намного старше, чем Иисус, на тысячи лет. And it really hit me that like how this person strongly believed that there is a son of God whose name is Ra, who is actually the son of the God of the Son, and it's such a mess. But there is somebody who claims to be another son of God. And how many sons of God there are in the world? A lot of them who claim to be one. И меня это на самом деле поразило, что есть человек, который действительно верит, что есть какой-то Бог Ра, и он является сыном какого-то другого Бога. И на самом деле в этом мире очень много таких вот сыновей Бога. But only one son of God has wounds in his hands. Но на самом деле только у одного Сына Божьего есть раны от гвоздей в руках. And that is Jesus Christ, our Lord. И это Иисус Христос, наш Господь. Thank you, Pastor.